Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Очень долго не выходили мои мастер-классы, и поэтому надо исправляться. И сейчас в этом мастер-классе мы свяжем пинетки-ботиночки на размер 11 сантиметров. Вязать такие пинетки очень просто. Почти все ряды здесь повторяются, кроме убавления потом, когда мы будем делать на носке. В этих пинетках присутствует кулиска со шнуровочкой, поэтому такие пинетки не будут спадать с ножки малыша. И давайте приступим. Подошву я уже связала, это у меня двойная подошва, то есть я связала две подошвы, потом соединила их вместе между собой соединительными столбиками. С двух сторон у меня получилась лицевая сторона от подошвы. Для этой подошвы я набирала 20 воздушных петель и на носке делала 7 прибавлений. На пяточке все так же, как и обычно. Ссылку на схему такой подошвы я оставлю в описании под этим видео. А также, какую я использовала пряжу, крючок и спицы вы также можете найти в описании. И давайте приступим к вязанию. Крючок я буду использовать 2 мм. Нашла я такой крючок, тунисский, своего крючка я чего-то не нашла. Спицы я также буду использовать 2 мм. Для вязания нам понадобится 5 штук. Итак, для начала нам нужно сделать начальную петлю крючком. И дальше мы уже будем крючком набирать петли от подошвы и переносить их на спицы. И смотрите, на той стороне подошвы, где у нас получилась косичка от соединительных столбиков, мы и начнем вязать. Итак, находим ровненько середину на пяточке. И мы будем вязать только за одну дальнюю стенку петли. Не за всю полностью петельку, вот так вот, а только за одну дальнюю стеночку. Итак, протягиваем начальную петлю. И дальше начинаем набирать вот таким образом петли на крючок за дальнюю стенку петли. И эти петли будем переносить на спицу. Мы уже изначально будем выставлять спицы так, как нам нужно для дальнейшего вязания. Здесь вот такое закругление, поэтому можно достать крючок и уже перенести эти петли на спицу. И дальше продолжить набирать. Так, и дальше продолжаем набирать. Всего у нас по кругу подошвы получилось 70 петель. Но на первую спицу нам нужно набрать только 22 петли. И давайте наберем на вот эту первую спицу 22 петли. И дальше мы с вами продолжим набирать уже на другую спицу. Давайте уточним еще один моментик. Если вы начали вязать ровно середины пятки, то вам нужно набрать 22 петли на спицу. Но если не ровно середины, поэтому для этого находим середину на мыске. Это у нас будет 1 петля. Центральная 1 петля, ее мы в счет не берем. И отсчитываем дальше 13 петель. От центральной петли еще 13 петель. Так, вот эта петля 13. Сюда мы ставим маркер. То есть и до этого маркера нам нужно набирать петли. Это мы сделали для того, чтобы уже точно знать, что пинетка у нас будет ровная. От маркера на мысок у нас всего пойдет 27 петель. Поэтому давайте набираем петли до маркера и дальше с вами встретимся. Я уже дошла до маркера. До маркера у меня получилось 22 петли, так как я начала ровно с середины пятки. И теперь дальше уже начинаем добирать петли на мыске уже на другую спицу. На одну спицу мы набираем 14 петель, ну, либо 13 петель, а на другую 14, либо сейчас 14 на одну, на другую 13, как вам удобно. Достаем крючок, надеваем петли на спицу. И дальше начинаем добирать петли. Я буду на эту спицу набирать 14 петель.
Достаем крючок и на эту же спицу надеваем петли. Так, еще 3 петли надеваем на вторую спицу. У меня на второй спице получилось 14 петель. Дальше на третью спицу уже будем набирать петли. Набираем 13 петель на третью спицу. Достаем крючок. Так как здесь закругление, много петель не наберешь на крючок. И дальше набирайте сами 13 петель. 13 петель я набрала на третью спицу. Здесь у меня 14, здесь 13. И дальше набираем оставшиеся петли на четвертую спицу. На четвертой спице у меня получится 21 петля. Точно таким же способом. И давайте наберем эти петли самостоятельно на четвертую спицу. Все петли мы набрали на спицы и распределили. Вот что у нас получилось. Теперь мы начнем вязать первый ряд. Первый ряд мы будем вязать полностью лицевыми петлями. Полностью по кругу. Так, давайте начнем. Конечно, сразу, когда начинаем вязать, вязать очень неудобно, но возможно. Итак, вяжем лицевые петли по кругу. Здесь лицевые петли я буду вязать за дальнюю стенку петли, так как они немножко перевернуты. И будем первый ряд вязать за дальнюю стенку. И давайте дальше продолжим вязать до конца ряда по кругу лицевые петли. Довязали первый ряд лицевыми. Дальше мы начнем вязать второй ряд. На первый и четвертый последней спице мы будем вязать изнаночные петли, так как нам нужно по бокам сделать платочную вязку. А на мыске мы будем вязать резинку 1 на 1. Так как нам нужна по бокам платочная вязка, второй ряд мы будем вязать изнаночными, третий лицевыми и так чередовать. И давайте начнем вязать второй ряд. Как я уже говорила, второй ряд начинаем вязать изнаночными петлями. Ну, в принципе, лицевые и изнаночные петли умеют все вязать, поэтому здесь ничего сложного нету. И так вяжем до конца этой спицы изнаночные петли. Довязали изнаночные петли, далее начнем вязать резинку 1 на 1. Первая у нас петля изнаночная, вторая лицевая, третья изнаночная, четвертая лицевая. И так чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так провязываем вторую спицу и третью резинкой 1 на 1. Провязали последнюю петлю и продолжаем вязать резинку с третьей спицы. Изнаночная, так как последняя на второй спице была лицевая, сейчас мы вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца этой спицы.
провязываем последнюю петлю с третьей спицы изнаночной. Итак, резинку 1 на 1 мы провязали. Далее продолжаем вязать изнаночными петлями на четвертой спице. И давайте провяжем самостоятельно до конца этой спицы, до конца ряда. Второй ряд мы провязали. Далее начинаем вязать третий ряд. Третий ряд мы вяжем первую и четвертую спицу лицевыми, ну а на мыске вторую и третью спицу резинкой 1 на 1. Итак, начинаем. Вяжем лицевые петли. Итак, первую спицу провязали лицевыми. Далее вторую и третью начинаем вязать по узору, то есть резинкой 1 на 1. Первая петля у нас изнаночная, провязываем изнаночной. Вторая лицевая, лицевой. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вяжем по рисунку с двух спиц резинкой 1 на 1. И вот у нас уже видна резинка. И давайте провяжем самостоятельно резинку 1 на 1. Итак, провязали мы резинку 1 на 1. Далее четвертую спицу начинаем вязать лицевыми. Итак, полностью провязываем лицевыми петлями до конца ряда. Вяжем. Довязали до конца третий ряд, и сейчас мы приступим вязать четвертый. Четвертый ряд мы будем вязать так же, как и второй, то есть изнаночными петлями первую и четвертую спицу. И так мы будем чередовать изнаночными, лицевыми. Резинку мы вяжем также 1 на 1, лицевая, изнаночная, то есть все по узору. И так нам нужно провязать всего 12 рядов. По бокам у нас платочная вязка, на мыске резинка 1 на 1. 3 ряда мы уже провязали, еще осталось провязать 9 рядов. Начинаем вязать четвертый ряд. Как я уже говорила, петли на первой и четвертой спице вяжем изнаночными, то есть чередуем. Вяжем так же, как вязали второй ряд. Пятый ряд будем вязать так же, как вязали третий ряд. И так будем чередовать. И давайте сейчас, наверное, самостоятельно провяжем все 12 рядов. И потом мы с вами уже встретимся. 12 рядов провязали, и вот что у нас получилось. На мыске резинка 1 на 1, по бокам у нас получилась платочная вязка. Далее мы будем вязать уже 13 ряд. И в 13 ряду мы уже будем делать убавление на мыске. Будем вязать по 2 петли вместе лицевой. Таким образом будем делать убавление. И давайте начнем вязать 13 ряд. 13 ряд будем вязать лицевыми, так как последний 12 ряд мы вязали изнаночными здесь. Сейчас мы вяжем лицевыми. И вяжем петли, все петли на первой спице лицевыми. Далее будем делать убавление на мыске. И давайте провяжем самостоятельно. Провязали все петли с первой спицы лицевыми. Далее делаем убавление. Убавления здесь делаются очень просто. 2 петли будем провязывать лицевой.
Так, заводим спицу сразу за 2 петли и провязываем их лицевой. Одно убавление сделали. И так продолжаем дальше. 2 петельки вместе лицевой. Второе убавление сделали. И далее снова 2 петельки вместе лицевой. Третье убавление сделали и так далее. Итак, с одной спицы все убавления мы сделали. И дальше продолжаем делать убавления со второй спицы. И убавление я продолжаю делать той спицей, которая у нас была вторая. То есть здесь уже все петли мы перенесем на одну спицу. И продолжаем до конца ряда. И смотрите, в конце ряда у нас осталась последняя петля изнаночная. Ее мы провязываем изнаночной. Так, все убавления мы сделали. И вот что у нас получилось. Все петли у нас уже на одной спице. И дальше мы петли на последней спице вяжем лицевыми, так как 12 ряд мы вязали изнаночными, 13 лицевыми. И так вяжем до конца ряда. Провязали 13 ряд, далее будем вязать 14. В 14 ряду убавления мы делать не будем. Будем вязать вот эти все петли лицевыми. А петли на 1 и 3 спице мы будем провязывать изнаночными, так как в предыдущем ряду мы вязали лицевые петли. Итак, вяжем 14 ряд. Давайте провяжем эти петли самостоятельно на 1 спице и встретимся. Итак, провязали мы изнаночные на 1 спице. Далее мы будем вязать все петли лицевые. Провязываем. Далее петли на последней спице провязываем изнаночными. Итак, провязали 14 ряд. Далее будем вязать 15 ряд. В 15 ряду мы будем делать убавление на мыске. Итак, начинаем вязать. В 15 ряду на 1 и последней спице провязываем петли лицевыми. Итак, довязываем самостоятельно. Довязали мы до мыска. Сейчас мы здесь же будем делать убавление. Убавление мы также делаем лицевыми петлями. 2 петли провязываем вместе лицевой. Вот таким образом. Снова 2 петли вместе лицевой.
Смотрите, у нас остались 2 последние петли, и здесь убавление будем делать немножко по-другому. Первую петлю мы переворачиваем и вяжем лицевой за заднюю стеночку. Вот таким образом. Все, убавление сделали. И продолжаем вязать дальше. Вяжем все петли на последней спице лицевыми. Давайте довяжем самостоятельно. Осталось провязать нам еще 16 ряд. 16 ряд провязываем таким образом: изнаночные, на мыске лицевые и на последней спице изнаночные. И давайте провяжем самостоятельно 16 ряд. 16 ряд провязали. Далее уже можно отрезать нить и будем вязать боковые стороны, точнее кулиску. Здесь вот отрезаем, оставляя немножко ниточки. И сразу можно сделать петлю, чтобы эта ниточка никуда не убежала. Крючком на изнаночной стороне делаем воздушную петлю. Так, все. Сделали. Далее начнем вязать кулиску лицевой гладью. Берем ниточку. Начальную петлю я уже здесь не делаю, я потом зафиксирую нить, чтобы она никуда не убежала. И начинаем вязать лицевыми петлями. Вот таким образом. Вяжем лицевые петли только с первой и со второй спицы. Третью спицу, которая у нас осталась на мыске, мы не трогаем. Эти петли у нас пойдут на язычок. Здесь мы сделаем также воздушную петлю и зафиксируем нить. Продолжаем вязать лицевыми. Вот эти петли довязываем и еще вот эти петли провязываем также лицевыми. Итак, довязали этот ряд до конца. Давайте будем считать, что это первый ряд кулиски. Далее начнем вязать второй ряд. Второй ряд мы будем уже вязать изнаночными петлями. Первую снимаем, далее будем вязать в обратную сторону изнаночные петли, то есть с лицевой стороны у нас будут лицевые. Вот таким образом вяжем второй ряд изнаночными петлями. Вяжем только петли с 2 спиц. И давайте провяжем второй ряд самостоятельно. Далее мы с вами встретимся вот до этого места. Провязали мы второй ряд. Далее начинаем вязать третий ряд. Третий ряд уже с лицевой стороны вяжем лицевыми. Первую мы кромочную снимаем и далее продолжаем вязать лицевыми. Итак, нам нужно провязать 12 рядов кулиски. То есть мы сейчас вяжем уже третий ряд. Еще осталось провязать 9 рядов. То есть с лицевой стороны мы вяжем лицевые. С изнаночной стороны, то есть в обратную сторону, когда идем, мы вяжем изнаночные. И получается у нас лицевая гладь. И давайте провяжем все ряды кулиски самостоятельно. Далее потом мы с вами встретимся. Итак, вот смотрите, я провязала все 12 рядов лицевой гладью. И вот что у нас получилось. Отрезок нити, который у нас остался, когда мы начинали вязать, я его зафиксировала. И дальше мы будем делать следующее. Нам нужно соединить петли последнего ряда с петлями первого ряда. Это мы будем выполнять крючком. Итак, смотрите.
Вот, находим петли первого ряда. Вот они изнаночные такие вот. Одна петля. Вот она. Там вторая, вот она тоже. И так далее. И с вот этими петельками мы будем соединять последний ряд. И смотрите, как мы это будем делать. Для начала нам нужно сложить лицевую гладь пополам, вот таким образом. И дальше мы будем соединять соединительными столбиками. Первую кромочную мы снимаем. Так как это кромочная петля, мы ее соединяем с самой крайней петлей. Вот с этой. Делаем соединительный столбик, протягиваем рабочую нить через все петли. У нас 2 петли было. Далее снимаем следующую петлю со спицы. На крючке у нас получилось уже 2 петли. Ищем вторую петлю первого ряда, заводим в нее крючок, протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Протянули. Далее снова снимаем петлю со спицы, находим уже следующую петлю первого ряда. Вот она, это полупетля такая. Протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Сделали. Дальше снова снимаем следующую петлю со спицы. То есть все те же действия мы повторяем. Следующую петлю находим первого ряда. Снова протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Сделали. Снова снимаем петлю со спицы. Находим следующую петлю первого ряда. И снова также протягиваем нить через все 3 петли. И давайте уже сделаем самостоятельно соединительные столбики. Соединим последний ряд с первым. И потом уже с вами встретимся. Через все 3 петли. Итак, давайте провяжем самостоятельно. И вот смотрите, что у меня получилось. Я соединила первый ряд с последним. И у нас получилась кулиска для шнурка. Далее у нас осталась одна петля. Здесь же мы делаем узелок и отрезаем нить. Потом все эти нити мы спрячем вовнутрь вязания. Дальше мы начнем вязать язычок. У нас 7 петель на спице, и нам сейчас нужно добрать по 2 петли с каждой стороны. Итак, 2 петли я добрала. Вот они. И сейчас добираем 2 петли с другой стороны. Вот так. Одна петля и вторая петля. Все, по 2 петли мы добрали с двух сторон. И у нас получилось 11 петель. И начинаем вязать. Язычок у нас будет связан платочной вязкой. То есть все ряды у нас будут лицевыми. Так как здесь поворотные ряды, будем вязать и с лицевой, и с изнаночной стороны все петли лицевыми, чтобы у нас получилась платочная вязка. Так, провязали первую петлю, вторую. Так, до конца спицы все петли провязываем лицевыми.
И последнюю петлю провязываем лицевой. Так, все петли провязали. Можно было последнюю петлю, в принципе, провязать изнаночной, потому что это кромочная, но сути не меняет, даже если мы провяжем лицевой. Далее первую кромочную снимаем и дальше все петли провязываем лицевыми, только последнюю провязываем изнаночной, так как это кромочная. Провязали. Здесь также потом зафиксируем вот этот кончик нити. И так дальше вяжем все ряды лицевыми. И всего нам нужно здесь 12 рядов. 2 ряда мы уже провязали, осталось еще 10. Первую кромочную снимаем, начинаем вязать третий ряд, также лицевыми. И давайте провяжем самостоятельно язычок для пинетки. Последнюю кромочную изнаночной. Разворачиваем вязание, вяжем 4 ряд, также кромочную снимаем и все петли лицевыми. Встретимся с вами, когда провяжем все 12 рядов. 12 рядов платочной вязкой мы сделали, провязали. Далее будем закрывать петли. Первую кромочную снимаем, вторую провязываем лицевой и первую кромочную набрасываем на провязанную вторую петлю. Вот таким образом. Снова следующую петлю провязываем лицевой. Та петля, которая у нас осталась на спице, мы протягиваем через провязанную петлю. Снова провязываем лицевой, петлю протягиваем. Снова лицевой, петлю протягиваем. Это такой классический способ закрытия петель. И у нас осталась последняя петля. Провязываем лицевой, протягиваем. Эту петлю мы переносим на крючок. Делаем воздушную петлю и затягиваем ниточку. Также потом эта нить у нас спрячется вовнутрь вязания. Ну вот и все, пинетка почти готова. Осталось спрятать все нити и связать шнурок. Такая пинетка у нас уже получилась. Итак, смотрите, я все нити, которые торчали, спрятала, заправила шнурок. Как вязать такой шнурок? У меня есть отдельное видео на канале, оставлю ссылочку также. Заправила шнурок с помощью булавки, он легко заправляется. И вот такие пинетки клевенькие у нас получились. Как я уже и говорила, что вязать такие пинетки очень просто, так как все ряды повторяются. Вы уже убедились на своем примере. Поэтому они вяжутся на одном дыхании. Я думаю, у вас все получилось. Не забывайте ставить пальчик вверх, чтобы не потерять это видео, а также подписываться на канал, так как впереди еще много интересных мастер-классов. А я всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!